да, геноцид может просто идти, и всем будут делать вид, что ничего не происходит. Я очень четко вижу, что те системы, в которых мы живем сейчас, они устарели. Можно быть не только уйгуркой, но можно быть кем-то еще. Вот, Бейонсе мне показала какой-то другой путь. Я начала слушать ее песни каждый день, и так я выучила английский. Этничность — это довольно, мне кажется, антинаучный концепт, которого не существует в реальности. Я также считаю, что у меня нет дома. А когда мы говорим про Центральную Азию, то в основном мы говорим про 5 стран. Вот. Но, например, в Казахстане там, по статистике живет примерно 120-130 этничностей. Я написала рождественскую песню уйгурскую, вот, где они обращаются к Санте и просят его кусочки земли, потому что вроде бы у всех он есть. Вот, так что можно и им тоже. Всем привет, меня зовут Айдай, добро пожаловать на подкаст «Одеколон». Сегодня у нас в гостях Интизор, художница современного искусства и режиссерка документального фильма. Привет, Интизор. Расскажи, пожалуйста, немного о себе от себя. Меня зовут Интизор, я занимаюсь современным искусством. Я занимаюсь творчеством и пытаюсь найти какие-то новые подходы в отношении довольно болезненных тем, потому что мне кажется, что воспроизводить вот эти сложные нарративы, которые такие жестокие, обратно их в творчестве, это, такое, в смысле, это тоже имеет место быть, но мне кажется, в чем сила искусства, в том, что мы можем взять эти большие нарративы и как-то поиграть с ними, вот, и это то, чем я занимаюсь. Здорово. Расскажи, пожалуйста, о своем отношении к деколониальному искусству или как ты используешь деколониальность или показываешь его в своем искусстве, творчестве? В последнее время я вижу большой интерес к деколониальности в искусстве, и я вижу, что для людей это очень важная тема, им хочется высказываться, и мне тоже захотелось высказаться, но со своей точки зрения, потому что когда мы говорим про деколониальность, то, наверное, для большинства это когда их период колониализма уже кончился, но мне кажется, что для многих народов он все еще продолжается, и мне вот интересно с этой точки зрения смотреть, потому что, как мне кажется, для некоторых народов колониализм не кончился и, возможно, никогда не кончится. И вот как в таких условиях мыслить свою какую-то возможную независимость — это вот мой главный, возможно, вопрос. А как ты к этому пришла? Я знаю, что у тебя есть своя личная история, которая тебя сподвигла к твоему творчеству, к деколониальному. Да. Если не сложно немного рассказать об этом. Да, конечно, я с радостью. Получается так, что моя мама, мои оба родители, они stateless people, и я, если честно, даже так до конца не понимаю, как по-русски правильно это перевести. Я смотрела, да, до подкаста, то есть Google переводит его как безгосударственные люди, без, наверное, официальной страны, государства. Да, но как будто бы какого-то устоявшегося термина нет. Да. И когда вот даже, я рассказываю про проект, я говорю stateless people, и люди сразу думают, что я говорю про людей, которые беженцы или еще что-то в этом роде, но я говорю про людей, которые без своих государств, и на самом деле таких людей большинство. То есть меня в свое время очень удивил и заинтересовал тот факт, что на свете примерно 3000 этничностей, на самом деле, мне кажется, даже больше, и только 200 государств. Вот. И если
исходить из того, что современные государства, они строятся часто на концепции как бы одна страна, одна нация, то получается, что у большинства населения Земли нет своих государств. Вот. И мои родители, они тоже такие люди. И когда я сложила это все в голове, то я поняла, что на самом деле мы большинство, и это очень странно, что получается меньшинство, оно настолько взяло нарратив в свои руки, и теперь мы не можем представить себе какой-то другой мир. А мне бы хотелось представить какой-то другой мир, вот, и поэтому я начала документальный проект, который называется Ashes to Ashes, Dust to Say Chicks. Вот, да, это строчка из песни Бейонсе. И это такое документальное роуд-муви, где она начинается от границы Китая с Казахстаном, откуда моя мама, и через Алматы, через Ташкент до границы Узбекистана с Туркменистаном, откуда мой папа. Вот. И на этом пути я хочу понять, спрашивая людей, что для них значит вообще этничность, и что для них значит дом и государство, вот эти вот все большие концепты. И также понять для себя. Вот. Для себя я как будто бы, в принципе, уже поняла. Мне кажется, наверное, для меня это какой-то такой путь прощания вот, с прошлым. И потому что сейчас, если говорить про деколониальность, то многие люди, они хотят как будто бы вспомнить свое прошлое и считают, что это неправильно, что его как будто бы стерли. Но мне лично очень тяжело с моим прошлым, потому что оно довольно тяжелое, и оно как будто бы не хочет кончаться, в частности, геноцид, который происходит с уйгурами. И поэтому для меня, наоборот, стереть свое прошлое кажется наиболее таким хорошим вариантом. Расскажи, пожалуйста, вот ты сказала стереть, почему ты назвала свой документальный фильм Ashes to Ashes, Dust to Side Chicks? Чуть-чуть, наверное, о смысле этой фразы. Да, конечно. Но когда дело касается Бейонсе, мне кажется, у меня нет коротких ответов, но я постараюсь. В общем, эта строчка, она ее говорит в своем 6-м альбоме Lemonade, вот, и в нем в общем, это великолепный альбом, и там она рассуждает о том, что это такое быть афроамериканкой, что это такое быть женщиной, что это такое, когда тебе изменил твой муж. И, в общем, она очень многими личными своими деталями делится в этом альбоме, и эта фраза, то есть есть эта фраза, что ashes to ashes, dust to dust, вот, и она произносится на похоронах, и это вот, такое, в общем, когда ты провожаешь человека в последний путь, и вот какая-то такая финальная фраза, вот, но когда ее произносит Бейонсе, то она ее меняет, и она говорит, что ashes to ashes, no dust to all side chicks, то, в общем, тем женщинам, с которыми ты мне изменял, вот, и меня очень заинтересовала эта фраза, потому что в ней столько гнева, и это срезонировало со мной, потому что во мне тоже много гнева, вот, и для меня это вот какой-то такой, в общем, это какое-то мое мото на протяжении всего фильма, что мне бы хотелось стереть и сжечь все прошлое и всю боль. То есть это вот ashes to ashes, и попрощаться с этим окончательно, и больше не думать про это, потому что для меня прошлое — это такой груз, который я бы хотела снять. Но dust всем тем людям, которые мне говорят, что то, что ты делаешь, это неправильно, что ты должна уважать и помнить свои корни, что, не знаю, там, страны — это вот что-то такое нужное и важное, и, в общем, да, всем националистам, и, короче, да, всем тем людям, которым не нравится мой проект, да, в общем, можно это тогда им. узнать, какой, наверное, конечная цель, которую ты хочешь достичь для себя своим документальным фильмом?
Ам, так, ну, просто вообще этот фильм, он начался, потому что моя мама, они 60-е годы, они перешли границу, и она родилась в Цинцзяне, в так называемом Цинцзяне, и они перешли границу незаконно и оказались в Советском Союзе. Вот. И для моей мамы, ну, это была, конечно же, большая и до сих пор большая трагедия, потому что там остались наши родственники и вся жизнь, и, ну, вообще это, конечно, очень печально, когда ты просто не можешь жить больше в своем доме, и тебе нужно все бросить и, да, начинать всё сначала. Вот. И я выросла на ее рассказах о том, как все это произошло, и о том, что до сих пор столько injustice творится в отношении уйгуров там, на их собственной земле. Вот. И потом и я с этим, ну, как могла, я с этим боролась, в том смысле, что именно благодаря своей маме я решила, что я не буду уйгуркой, потому что я поняла, что если я стану уйгуркой, если я выучу уйгурский язык, если я буду знать уйгурские традиции и историю, это все, то я как будто бы беру вместе с уйгурской идентичностью также вот эту вот всю многовековую борьбу за независимость и бесконечную, и все эти страдания, это все. Я не хотела это брать с собой. Вот, поэтому я решила не быть уйгуркой, но потом начался геноцид в 16-17, и да, и я поняла, что и в общем меня, конечно, это все очень ошарашило, и у меня был уже, конечно, большой спектр эмоций. То есть вначале я на самом деле даже обрадовалась, что так получилось, потому что, ну, вот, типа, я всегда слышала от мамы: вот с уйгурами в Китае происходит много несчастий, но теперь геноцид, все, ну, типа, это вот какая-то конечная точка, то есть это уже невозможно игнорировать. И я думала, ну вот, теперь-то точно мир приложит какие-то усилия, и наконец-то там все разрешится. Вот. Но все как будто стало только хуже. То есть теперь я, к сожалению, очень четко поняла, что миру все равно, и что да, геноцид может просто идти, и всем будут делать вид, что ничего не происходит. Вот. И из-за этого я в какой-то момент, ну, у меня была депрессия, и мне было очень плохо, и в какой-то момент я поняла, что я просто уже начинаю сходить с ума, как будто бы. Вот. И да, в общем, так случился этот фильм, потому что я поняла, что я должна в какой-то форме рассказать все, что я думаю, все, что я чувствую, и таким образом закрыть для себя эту тему, потому что искусство, оно, ну, вот я не уверена, насколько искусство может менять там мир и все такое, но оно определенно меняет мою жизнь, и оно всегда делает ее лучше. Вот. И иногда, если я сделаю что-то достаточно хорошее, оно также резонирует с другими людьми. Вот. И да, такая цель. Определенно, я очень жду твой фильм. Я посмотрела твой сайт, невероятно красивый, очень проработанный. Я с большим нетерпением жду твой фильм. Я уверена, что оно внесет изменения, по крайней мере, в наше общество, в наш круг, даже если это относительно небольшой пузырь. Я хотела у тебя узнать насчет. Я читала где-то у тебя, что ты писала, что быть колонизированной Бейонсе — это лучшее, что ты могла сделать. Расскажи, пожалуйста, об этом, просто это очень даже фраза сама по себе очень интересная. Да, получается так, что мне было 13, и у Бейонсе у нее вышел ее третий альбом I Am Sasha Fierce, вот, и он был просто... Ну, в смысле, я всегда знала, что есть Бейонсе. Типа, когда я родилась, она уже там выступала в Destiny's Child и все такое, но я никогда не была ее фанаткой, я просто считала, она классно поет. Но потом, когда мне было 13, и когда вот вышел ее альбом, мне кажется, все совпало, и я поняла, насколько она великолепная, и что, да, это женщина, которая может буквально все. Вот, и я стала ее фанаткой, и я начала слушать ее песни каждый день,
И так я выучила английский. И, ну, и просто так совпало, что как раз в это время, примерно в это время, это 2009, в Урумчи, там были, это столица, так называемая Циндиане, там были протесты, вот, и много людей погибло, ну, это была такая точка невозврата, то есть после этого события становились только хуже и хуже, вот, и так как в Алматы большая диаспора уйгуров, то, конечно же, ну, и мы находимся очень близко к Китаю, то есть если из Алматы ехать до границы, то это займет 5 часов на машине, вот, и поэтому, ну, конечно же, здесь тоже среди уйгурского комьюнити было очень много разговоров про это все, вот, но я считаю, что своим альбомом Бейонсе спасла мне жизнь, потому что я просто... Я не слышала этих разговоров, я не могла думать об этих разговорах и вообще замечать всю ситуацию вокруг меня, потому что все, о чем я думала, это ее песни. То есть, я не знаю, мне кажется, все мои мысли это были лирика из ее песен. Вот. И, ну и, в общем, так я поняла, что можно быть не только уйгуркой, но можно быть кем-то еще. Вот, Бейонсе мне показала какой-то другой путь. И можно тогда узнать, кем ты для себя решила, кем ты являешься, и, наверное, что такое дом? Ты просто сказала, что ты уже нашла для себя кое-какие ответы. Мне стало очень интересно, что это такое. Ну, я решила для себя, что этничность — это довольно, мне кажется, антинаучный концепт, которого не существует в реальности. Вот. И ну, мне неинтересно верить в то, чего нет. И, в общем, да, мне неинтересно поддерживать этот концепт, поэтому я для себя решила, что у меня нет этничности. Ну, или ответ для родителей, то как у меня может быть этничность, когда со стороны папы мою этничность уже стерли, а со стороны мамы моя этничность стирается. Вот. И поэтому я... Ну, да, я считаю, что у меня есть этничности, и насчет дома я также считаю, что у меня нет дома, потому что я родилась в Ташкенте, вот, но оба моих родителя, они не оттуда. Потом мы переехали сюда, и здесь у нас тоже все было не совсем гладко, потому что у нас были проблемы с документами, и, ну, в целом, да, это был такой очень сложный и долгий путь адаптации, вот, и я все время... Ну, в детстве я искала для себя какое-то такое идеальное место, и я все время думала, а что, если бы я вернулась назад, или, может быть, я переехала, или... Ну, в общем, короче, я все время пыталась какую-то, да, найти какую-то свою... какое-то свое место, вот, но сейчас я понимаю, что такого места нет, и, наверное, оно не будет, и как будто бы оно мне больше не нужно. Вот. То есть мне кажется, что, возможно, у некоторых людей нет дома и никогда не будет. И это и когда вот мы говорим «бездомный человек», то это звучит так, какая-то очень такая отрицательная, негативная коннотация. Вот. Но мне кажется, что на самом деле когда я говорю, что я без дома, то я чувствую какую-то абсолютно высшую степень свободы. Вот. И да, поэтому себя как бы my definition of myself — это что я никто из ниоткуда, как-то так. Очень интересно, потому что у многих, с кем я до этого общалась, это вызывает очень, большое чувство грусти, а у тебя это вызывает чувство свободы, это очень интересно. Нет, в плане, это действительно очень интересно. Я еще хотела у тебя узнать, я знаю, что ты ранее когда-то участвовала была частью Давры и участвовала в документах. Можешь просто рассказать вообще, что это такое? Потому что, мне кажется, не так много людей об этом знает много.
Да, получается, Добра — это центральноазиатский коллектив художниц, который инициировала Саудат Исмаилова. Она художница из Узбекистана. Вот, и мне очень повезло быть его частью. Да, там, в общем, да, там, кажется, участницы из всех стран, кроме, возможно, Туркменистана. Вот, да. И вообще он появился благодаря тому, что Саудат пригласили участвовать в документе. Документа — это одна из крупнейших выставок современного искусства, которая проводится каждые 5 лет в Касселе, в Германии. Вот. И да, в 2021 году, получается, Добра собралась, и потом мы вот участвовали в документе. И так, была публичная программа, она длилась 40 дней, и на каждые 40 дней было какое-то мероприятие от одной из художниц, вот, ну или там были лекции, ну, в общем, была очень такая, да, насыщенная, активная программа, вот, да, и это был очень важный и нужный для меня опыт, потому что, ну, это, конечно, мне кажется, такая возможность, скорее всего, у меня была первый и единственный раз в жизни, и я очень благодарна, что она случилась. И, то есть знать, как люди реагируют на твое искусство здесь, понимая контекст, это одно, но там люди, они не знают твой контекст, там были люди со всего мира, но в основном, конечно, вот с Европы, вот, и то, какие вопросы они задавали, и понимать, и то, как искренне это все происходило, то есть понимать, что искусство — это действительно что-то такое без границ и без языка, это было очень важно, вот. И, наверное, самое крутое, что есть в Касселе, получается, для одной из документ, Йозеф Войс, он сделал свой проект, он высадил 100 дубов по всему городу. Я почему-то думала, когда я раньше про это читала, я почему-то думала, что он высадил их по всей Германии, но нет, оказывается, вот только в одном Касселе, и эти дубы, то есть ты просто идешь по городу, и ты видишь дуб, а возле него камень, и так ты понимаешь, что это тот самый дуб, который высадил Йозеф Бойс. Вот, и это, наверное, один из вообще самых любимых проектов, который есть для меня. Мне кажется, в этом так много простоты и элегантности, и, в общем, посадить дерево — это действительно искусство, вот, и да. Повлияло ли твое участие, вот быть частью Добры в документе, на твой деколониальный путь? Да, мне кажется, да, потому что я поняла, что у нас у всех есть, так сказать, у нас у всех есть очень четкое видение, понимание того, что эта тема теперь волнует не только там меня лично, а в принципе вот всех нас, и там, хотя, потому что вот мы живем в Казахстане, и, я примерно там по новостям, возможно, знаю, там, что происходит в других странах, но я не понимаю контекст до конца, а вот так вот мы там созванивались по Zoom в течение долгого времени, и потом с некоторыми мы виделись вживую, и обсуждать все эти разговоры, это, конечно, дало мне совершенно новое понимание. И также я поняла, что насколько все-таки даже когда мы говорим про вот этот вот деколониальный контекст, насколько это все равно все привязано к странам, потому что когда мы говорим про Центральную Азию, то в основном мы говорим про 5 стран. Вот. Но, например, в Казахстане там, по статистике живет примерно 120-130 этничностей. То есть, в общем, гораздо больше голосов, и они не всегда учитываются, и особенно когда дело касается уйгуров, потому что они, для меня лично, они часть Центральной Азии, потому что культурно и язык у нас одинаковый. И, в общем, короче, это
супер-супер близкий народ, но при этом вот из-за политической ситуации... Они часто не включаются. Да. Да. И вот, да, я это очень четко поняла в «Добре», что, ну, насколько важно говорить про то, что... Ну, потому что я всегда была против каких-то... Ну, то есть я вот такой человек, который такой, да у меня нет этничности и всего такого. Вот, но... То есть для меня это всегда чувствовалось как какое-то навешивание ярлыков, но благодаря этому опыту я поняла, насколько важно проговаривать, потому что вот я варюсь в своем пузыре, и я думаю, да все про это знают, но очень важно raise awareness, что, типа, да, давайте как-то ну, про это чаще говорить, потому что каждый раз находится всегда человек, который скажет, например, там вот недавно я участвовала в показах в Ташкенте, и человек в аудитории сказал, что он и не думал, что до сих пор этот геноцид продолжается, он думал, что эту проблему уже как-то решили. Вот. Хотя, ну, казалось бы, Ташкент вроде не так далеко, но вот, да. То есть всегда, да, и очень важно поэтому говорить. Слушай, а поделись своим, наверное, видением того, какой мог бы быть, наверное, идеальный мир. У меня такое ощущение, что у тебя есть какое-то видение. Ну, если честно, короче, меня не очень устраивают страны, потому что это в своей основе довольно колониальный проект. Вот, и мне бы хотелось, чтобы была какая-то другая... То есть, безусловно, нужны объединения, вот, без них там, не знаю, не будут... Ну, как сообщество мы не сможем работать, вот, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы были какие-то другие формы, и, к сожалению, пока менее иерархичные, менее опрессивные, более инклюзивные. Да, к сожалению, пока сейчас у меня нет какого-то готового ответа, но я очень четко вижу, что те системы, в которых мы живем сейчас, они устарели, и они больше не соответствуют той реальности, в которой мы живем. Вот. И мне кажется, что как человечество мы можем придумать что-то лучше, чем страны. Почему нет? Вот, да. И, конечно, бы хотелось мир без границ, потому что у меня такое чувство, что границы, они как будто бы созданы для защиты, но на самом деле для большинства людей, ну, они, короче, не приносят так много чего-либо, и большинство больше всего выгоды от всего этого получают богатые люди, вот, и поэтому мы до сих пор живем в этом мире, разделенном границами, и да, мне кажется, что без них было бы гораздо проще. Типа, я не знаю, почему... Я недавно мы обсуждали это, и почему это так сложно представить, что у нас, например, у всех одинаковый паспорт. Ну, просто у всех один и тот же паспорт. Ну, я не знаю, какие-то такие, да, слегка наивные мысли. Но, да, иногда, мне кажется, очень хочется так помечтать. У тебя на сайте я видела рождественскую песню, но с такими уйгурскими мотивами, на местных инструментах. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла и что это для тебя значит, вот эта песня? Получается так, что мы сейчас на стадии девелопмента, и мы делаем ресерч-поездки, вот, и сделаны 2 поездки из 3 запланированных, вот, и так получилось, что эти 2 поездки, они случились зимой, и мы, конечно, очень-очень сильно замерзли с моим оператором, вот, но потом, когда я уже приехала обратно и показывала продюсерке весь материал, я поняла, что смотрится это красиво, снег, елки и вот это все. И, если честно, я не очень себе представляла Ashes to Ashes Dust to Chicks именно вот в таком сеттинге, но потом, когда я все это увидела, то я поняла, что это очень круто, хотя, не знаю, когда я говорю Центральная Азия, то
не знаю, снег в первую голову не приходит, но когда я увидела это все на экране, то я поняла, что на самом деле это все очень хорошо смотрится, и мы решили использовать этот материал. Вот, но мне было очень сложно, ну, потому что после съемок сразу, и ты все время думаешь, что ты могла сделать то лучше, и вообще постоянно смотреть на себя, это тоже довольно сложно. Вот, и я, чтобы отвлечься, когда я встречаюсь со своей продюсеркой и обсуждаю, то мы постоянно включаем песню Бейонсе, вот, и я включила рождественский альбом, который она сделала Destiny's Child, и вот, да. И потом в какой-то момент мы начали думать, что нужно собрать материал как рождественский клип, вот. И потом, чем больше и больше мы думали, мы поняли, что нам нужно вообще сделать рождественскую песню, вот. Но это был, конечно, у меня большой барьер в голове, потому что уйгуры не празднуют Рождество, вот. Но я слишком люблю рождественские песни, поэтому, да, я все-таки решилась это сделать, и я написала рождественскую песню уйгурскую, вот, где они обращаются к Санте и просят его о кусочке земли, потому что вроде бы у всех он есть, вот, так что можно и им тоже, вот, да. И так появилась эта песня. Потом мы поняли, что нужно... вначале мы хотели... Потому что есть рождественские старые песни, над которые не нужны авторские права. Вот, и мы хотели их использовать. Но потом мы поняли, что ни одна не ложится правильно под этот супер уйгурский текст. И поэтому мы перезаписали мелодию Deck the Halls с уйгурскими инструментами. Вот, да. Я слушала, вышло очень круто. Я прям такая, вау, это что-то уже на наше похожее. Больше принимается. Да, там, кстати, можно подпевать, если вдруг у тебя будет настроение. Я видела, вставила субтитры. Да. Снизу текст. Очень здорово. Спасибо тебе большое, Интизор, за сегодняшнее интервью. С нами была Интизор, режиссерка документального фильма, которую мы очень все ждем. Если вы еще не смотрели ее веб-сайт, пожалуйста, посмотрите, потому что это просто невероятно. Мне кажется, это самый красивый интерфейс, который я видела. Вот серьезно, настолько он красивый. Всем спасибо, ставьте лайки, делитесь выпуском и до скорых встреч. Пока.